Глава 806. Односторонняя транспортная формация. Даосиста разрушенной души из секты духовного призрака не было, к большому удивлению Хань Ли. Вместо него какой-то незнакомый старик. Тем не менее, мобилизация 3 культиваторов зарождающейся души была демонстрацией силы такой большой секты, как секта духовного призрака. Но, учитывая, что они пытались уследить за таким опасным районом, как долина падения демонов, этого все еще не хватало. Неужели секта духовного призрака сделала другие приготовления заранее? Как только Хань Ли подумал об этом, культиваторы секты духовного призрака поспешно рассредоточились вокруг входа в долину, словно готовясь создать огромное заклинание. Ближайшие культиваторы не беспокоили их, а просто смотрели со стороны. Маулани также просто стояли вместе. Их лидеры, ученый по имени Джун и воительница Ле, что-то обсуждали шепотом. Хань Ли уставился на заклинание со спокойным выражением на лице. Но через мгновение его выражение на лице, и он с недоумением посмотрел в небо. В этот момент вдали внезапно появилась вспышка света, и ослепительная полоса белого света распространилась по небу, как вспышка молнии, рассеивая облака, встречавшиеся на ее пути. К тому времени другие культиваторы тоже увидели это шокирующее явление. В одно мгновение белый свет внезапно очутился над входом в долину и угас, показав старика в лазурной одежде. Вэй Вуя. Он тоже пришел. Неужели Союз 9 наций тоже желает приобрести сокровища в долине падения демонов? Когда культиваторы увидели лицо старика, среди них поднялся шум. Но поводом для еще большего удивления стало то, как Вэй Вуя медленно спускался к секте духовного призрака. Когда старейшина секты духовного призрака увидел это, он наигранно улыбнулся и отдал честь Вэй Вуе. «Брат Вэй, ты наконец прибыл. Я уже решил, что тебя задержали какие-то дела. В этом случае нам бы пришлось отложить вход в долину. Поскольку я заключил соглашение с тобой, я не мог от него отказаться. Но тебе лучше быть честным со мной. Если в долине нет предметов, о которых ты говорил, не вини меня, если я изменю свое отношение к тебе». Вэй Вуя проигнорировал улыбку мужчины средних лет. Это не стало неожиданностью. У Союза 9 наций были натянутые отношения с дьявольским Даа. «Не волнуйся, брат. Я бы не осмелился обманывать тебя». Мужчина средних лет проигнорировал смелые слова Вэй Вуя и продолжал приветствовать его. Эта сцена вызвала удивление культиваторов. Вэй Вуя был великим старейшиной Союза 9 наций и, очевидно, теперь сотрудничал с дьявольским Даа. Тот, кто не видел это своими глазами, ни за что бы не поверил. Хань Ли нахмурился при виде этого. Теперь, если бы он столкнулся с сектой духовного призрака в долине падения демонов, его единственным выбором было бы бежать, учитывая, что Вэй Вуя был на их стороне. Такого он никак не ожидал. Думая об этом, Хань Ли невольно взглянул на ученого по имени Чжун. Если бы никакие другие культиваторы на поздней стадии зарождающейся души не собирались входить в долину падения демонов, тогда у этих двух был бы самый высокий уровень культивации. Мауланский божественный мудрец спокойно посмотрел на Вэй Вую, держа руки за спиной, и было неизвестно, о чем он думал. Воительница Ле, казалось, была удивлена увидеть здесь Вэй Вую. Хотя присутствие Вэй Вуя было шоком для многих, присутствующие культиваторы все еще наблюдали за учениками секты духовного призрака, пока те заканчивали устанавливать формацию заклинаний. Спустя полдня формация заклинаний стала более 300 метров в ширину. Глядя на это, Хань Ли очень удивился. Формация заклинаний, казалось, была частью древней транспортной формации, которую он изучал ранее, хотя и имела несколько различий, кое-где части были либо упрощенными, либо более сложными. Она явно была сильно изменена. Хань Ли прищурился и молча уставился на формацию заклинаний. Хотя его достижения в создании формации заклинаний были велики, он не смог разгадать секреты формации за такой короткий промежуток времени. Он невольно нахмурился, размышляя над этим. Спустя 2 часа формация заклинаний была наконец готова, и ученики секты духовного призрака стали вкладывать в нее среднеранговые духовные камни. Изначально стоявший сбоку, Ван Тиньгу внезапно оказался в центре формации. Затем он хлопнул по сумке для хранения и достал нефритовую коробку. 2 других старейшин секты духовного призрака не были удивлены действиями Ван Тиньгу. Ван Тиньгу открыл нефритовую коробку и достал золотисто-желтый духовный камень. Духовный камень засиял ярким светом, мгновенно распространив мощную духовную ци, как только покинул нефритовую коробку. Высокоранговый духовный камень. Кто-то вскрикнул к большому удивлению культиваторов, которые услышали это. Хань Ли изменился в лице, услышав это. Духовная сила высокорангового духовного камня была эквивалентна 100 среднеранговых духовных камней. Но, по правде говоря, 100 среднеранговых духовных камней среднего были гораздо менее ценными, чем один высокоранговый духовный камень. Высокоранговый духовный камень стоил по меньшей мере 1000 низкоранговых духовных камней, и мало кто решался купить его.
Причина этого заключалась в том, что рудники высокоранговых духовных камней изначально было легко найти, поэтому вскоре они истощились. На данный момент такие духовные камни редко можно было найти даже в самой глубине шахты среднеранговых духовных камней. К сожалению, многие древние формации заклинаний требовали использования высокоранговых духовных камней. Даже обычную формацию заклинаний можно было усилить с помощью этих камней. Кроме того, высокоранговый духовный камень может дать культиватору зарождающейся души огромное количество духовной силы. В результате цена высокоранговых духовных камней стала невероятно высока, и они стали все реже с течением времени, почти исчезнув с небесного южного региона. Духовные камни высочайшего ранга, известные из легенд, исчезли еще до того, как времена древних культиваторов подошли к концу. Теперь они остались только в легендах. Хань Ли изменился в лице, увидев, что Ван Тиньгу торжественно поместил высокоранговый духовный камень в центр формации заклинаний. Хань Ли убил много культиваторов, но ни разу ему не попадался высокоранговый духовный камень. Даже если бы он попытался найти кого-то в торговом городе или около того, все было бы безнадежно. В конце концов, высокоранговые духовные камни хранились только у нескольких крупных сект в мире культивации на самый крайний случай. Теперь, когда секта Духовная Призрака достала такой драгоценный камень, казалось, что они считали это делом величайшей важности. Теперь стало понятно, почему они продавали медальоны для входа в долину падения демонов по такой невероятной цене. Поместив высокоранговый духовный камень в нужное место, Ван Тиньгу вернулся к старику и прошептал несколько слов. Культиватор среднего возраста кивнул, а затем дал команду ученикам секты Духовного Призрака покинуть формацию. После выхода из формации каждый из учеников вытащил светло-желтый флаг. Зная, что делать, они немедленно подняли флаги в воздух и сделали странный жест заклинания. В тот же момент формация заклинаний засветилась ярким светом, словно накапливая силу. Неужели этот старик настоящий лидер секты? Иначе с какой стати Ван Тиньгу стал бы относиться к нему с таким уважением, несмотря на одинаковый уровень их культивации, подумал Хань Ли, уставившись на культиватора среднего возраста. В этот момент черная ци внезапно обернулась вокруг тела культиватора среднего возраста, и он тут же поднялся в воздух. Он скользнул глазами по земле и сказал: «Я Ван Тяньшин, мастер секты Духовного Призрака. Без лишних слов спешу сообщить, что путь для входа в долину падения демонов готов. Пространственные щели уже стабилизированы, так что теперь мы можем войти в долину». Много мастеров создания формации заклинаний долго и упорно размышляли над тем, как создать особую транспортную формацию, которая позволит нам легко войти в долину. Тем не менее, эта телепортация довольно необычна. Для активации требовалось использование высокорангового духовного камня металлического элемента. Только с великой щедростью и тяжелым сердцем мы смогли добыть такой камень духа, но в результате число людей, которых мы сможем пропустить, ограничено. Пока у вас есть медальон для входа в долину падения демонов, то вам будет позволено использовать транспортную формацию, чтобы войти в долину, независимо от вашей принадлежности. Надеюсь, вы, господа, поймите меня правильно. Есть и другие вопросы, которые я должен прояснить. Это односторонняя транспортная формация. Поскольку местоположение телепортации не установлено, существует вероятность телепортировать людей в пространственную щель. В этом случае вам придется рассчитывать только на вашу удачу, и ответственность за это не несем. В конце концов, эта транспортная формация не была полностью исследована и была изготовлена в спешке, поэтому существует определенная опасность. Те, кто не желает так рисковать, могут не использовать транспортную формацию моей секты. Сказав это, культиватор сложил руки и сразу добавил: если у вас нет медальона для входа в долину, не думайте, что вы сможете проникнуть внутрь. Когда все с медальонами телепортируются, формация заклинаний будет уничтожена. Хотя эти слова не были произнесены вслух, их все четко слышали у входа в долину. Какое-то время культиваторы перешептывались между собой и стали использовать голосовые передачи, чтобы обсудить этот вопрос. Молодой голос неожиданно заговорил изнутри леса с озадаченным тоном: «Раз мы используем транспортную формацию, чтобы войти, то как мы выйдем оттуда? Будет ли ваша уважаемая секта размещать внутри еще одну транспортную формацию?» Как только об этом спросили, многие кивнули в знак согласия. Хань Ли холодно улыбнулся, услышав этот вопрос. Ван Тяньшин ответил спокойным тоном: «Нет необходимости беспокоиться об этом. Из того, что я знаю, в долине падения демонов есть много древних ограничительных заклинаний, которые могут помешать вам войти в долину, но выйти оттуда будет проще. Там могут быть даже древние транспортные формации, которые сохранились до наших дней. В этом случае покинуть долину должно быть несложно». Глава 807. Вход в долину.
Услышав, как мастер секты духовного призрака упомянул древние транспортные формации, некоторые культиваторы обрадовались его словам, в то время как другие оставались настроенными скептически. В конце концов, мало кто по-настоящему знал, как выглядела внутри долина падения демонов. Чтобы успокоить вас, я попрошу первым войти старейшину Куанцзы и старейшину Джуна. После этого смогут войти все остальные. Сказав это, Ван Тяньшин взмахнул рукой в сторону Ван Чана и Янь Жуянь. Ван Чан в серебряной маске и Ян Жуянь направились к центру формации и встали рядом со стариком на средней стадии зарождающейся души. Вскоре после того, как Ван Тяньшин дал команду, культиваторы одновременно направили флаги вниз, выпустив радужный луч света толщиной в руку в разные точки формации. Внезапно она загудела, а духовные камни стали сверкать ярким светом. Эта сцена взволновала культиваторов, но Ван Тяньшин не обратил на это внимания. Затем Ван Тиньгу привел к формации 8 культиваторов стадии формирования ядра. В тот момент другие культиваторы увидели, что, хотя транспортная формация выглядела огромной, казалось, она могла телепортировать только 3 человек одновременно. В результате культиваторы секты духовного призрака должны были телепортироваться группами. Видя, что секта духовного призрака сделала первый шаг, другие культиваторы захотели последовать за ними. Однако культиваторы очень осторожничали. Какое-то время никто не осмеливался сделать шаг вперед и явно хотел, чтобы другие сначала предприняли попытку. В конце концов, репутация секты духовного призрака была не очень велика, и малейшая ошибка могла привести к верной смерти. Хань Ли стоял на холме, наблюдая за происходящим. Ван Тяньшин холодно рассмеялся, глядя на культиваторов, и поднял руки к небу. Небо над ним дрогнуло, и окрестности долины вдруг затихли. Несмотря на неловкую атмосферу, Маулани сделали свой ход. Более 10 воинов-заклинателей Маулани молча направились к формации под предводительством ученого по имени Чжун и воительницы по имени Ле. При виде этого на лице Ван Тиньшена мелькнул след черной ци, но вскоре он исчез. Вэй Вуя молча наблюдал за старейшиной Джуном. Прежде чем воины-заклинатели вошли в формацию, старейшина Джун взмахнул рукавом, выпустив более 10 полос лазурного света в небо. Ван Тяньшин безо всякого выражения на лице махнул рукой и поймал свет, глядя на десятки медальонов. Хотя Ван Тяньшин не участвовал в битве на границе, он уже знал о личности божественного мудреца. Поэтому он вздохнул и медленно сказал: «Хорошо. Этого количества будет достаточно. Пожалуйста, входите». Старейшина Джун кивнул, и несколько воинов-заклинателей двинулись вперед, войдя в формацию. Внезапно ученики секты духовного призрака, зависшие в воздухе, стали телепортировать Маулани в долину группами по 3 человека. Когда старейшина Джун вошел в транспортную формацию, он взглянул на Вэй Вую и небрежно сказал: «Поскольку телепортация случайная, то было бы лучше, если бы ученики вашей секты не встречались с нами». Не показывая страха, Вэй Вуя встретился взглядом с мауланским божественным мудрецом и ответил: «Разве может случиться нечто подобное? В любом случае, на все воля небес». Воля небес. Хе-хе, да будет так. Божественный мудрец Чжун холодно рассмеялся и исчез во вспышке белого света рядом с 2 своими учениками. После этих слов Ван Тяньшин взглянул на пустую транспортную формацию с мрачным выражением на лице. Когда другие увидели, что мауланям удалось безопасно использовать транспортную формацию, они потеряли самообладание. Многие культиваторы стали вынимать свои медальоны и направились к транспортной формации. В течение нескольких минут транспортная формация то и дело мерцала ярким светом, отправив в долину более 300 человек, что составило примерно 1/4 часть от общего числа медальонов для входа в долину падения демонов. Между тем, высокоранговый духовный камень в центре формации начал тускнеть. Казалось, что его духовная сила почти исчерпалась. Хань Ли равнодушно наблюдал за всем этим, стоя на вершине холма и запоминая всех культиваторов, что вошли в долину. Внезапно взгляд Хань Ли переместился на 6 культиваторов в зеленой одежде, которые приблизились к транспортной формации. Ими руководил великий старейшина секты контроля над призраками Дун Мэн Ту. У Хань Ли не было особенно хорошего впечатления о нем. Хотя они никогда не вступали друг с другом в прямую конфронтацию, Хань Ли чувствовал, что ему следует быть осторожным с этим человеком, учитывая его причастность к работе со шпионом Маулани Гоу Шуаньпу. Но благодаря своим чрезвычайно мощным способностям Хань Ли не особо волновался по этому поводу. В этот момент 5 культиваторов в зеленой одежде, сопровождающих Дун Мэн Ту, одновременно повернули головы в сторону Хань Ли. В то же время ассимилированная вторая зарождающаяся душа Хань Ли внезапно зашевелилась. Если бы не быстрая реакция Хань Ли и ненасильственное доминирование над ней своим духовным чутьем, она могла проявиться сама по себе. В тот же момент Хань Ли использовал свое духовное чутье, пристально наблюдая за 5 культиваторами в зеленой одежде. Элементная призрачная зарождающаяся душа. Эти культиваторы на ранней стадии зарождающейся души производили странное впечатление, похожее на его вторую зарождающуюся душу.
В результате он невольно покосился на них, не зная, откуда они пришли. Конечно, Дунмэн Ту также заметил, что его сопровождающие ведут себя странно, и он поспешно перевел взгляд на Ханли, переглянувшись с ним взглядом. На лице Дунмэн Ту появилось легкое удивление, но вскоре он повернул голову, будто ничего не произошло, и вошел в транспортную формацию. Ван Тиньгу выглядел удивленным, увидев, что Дунмэн Ту сопровождали 5 других культиваторов зарождающейся души. Вэй Вуя внимательно осмотрел несколько культиваторов в зеленых одеждах с задумчивым выражением на лице. Взглянув на них, Ван Тяньшин с глубоким тоном спросил: «Брат Дунман, эти господа даосисты совершенно мне не знакомы. Ты мог бы представить их?» Дунмэн схитрил: «Конечно, как только вернемся из долины падения демонов». Ван Тяньшин выругался про себя, хотя и знал, что Дунмэн Ту не скажет правду. Не желая тянуть дольше, он приказал своим ученикам телепортировать 6 культиваторов зарождающейся души за 2 раза. В тот момент, когда Дунмэн Ту был телепортирован, он неосознанно посмотрел на Хань Ли со злым выражением на лице. Хотя он тщательно скрыл эти действия, Хань Ли ясно заметил их своим духовным чутьем. Похоже, что Дунмэн Ту смог ощутить призрака зарождающейся души внутри его тела. Это было достаточно проблематично. Если бы элементные призрачные зарождающиеся души стали преследовать его, Дунмэн Ту внезапно бы превратился в грозного врага. Жаль, что древесный призрак зарождающейся души не был полностью ассимилирован. Казалось, что Хань Ли стоило быть намного более осторожным после входа в долину. Вскоре после того, как Дунмэн Ту был телепортирован, за ними появилась другая группа из 3 человек. Хань Ли криво улыбнулся при виде их. Это был старший боевой брат Чен с 2 другими культиваторами, чья жизнь приближалась к концу. Хань Ли вздохнул, наблюдая, как 3 телепортировались в долину. Затем он перевел взгляд на высокоранговый духовный камень, который находился в центре транспортной формации. Он практически не сверкал. Взгляд Хань Ли мелькнул, он взлетел в небо в виде полоски лазурного света. Вскоре он спустился перед транспортной формацией и бросил свой медальон Ван Тиньшену. Фигура Вэй Вуя размылась, и он появился в 100 метрах от Хань Ли. «Господин даосист Хань, ты тоже здесь. В таком юном возрасте твои перспективы безграничны. Какая необходимость, чтобы ты так рисковал своей жизнью?» Хань Ли спокойно ответил: «Большое спасибо за твою доброту, брат Вэй, но есть причина, по которой я должен войти в долину падения демонов». Вэй Вуя нахмурился и еще мгновение смотрел на выражение лица Хань Ли, а затем выражение его лица стало угрюмым. «Раз ты уже все решил, я не стану тебя отговаривать. Буду надеяться, что наши цели различаются». С этими словами Вэй Вуя размылся и вернулся на прежнее место. Увидев, что Вэй Вуя поговорил с каким-то юношей столь серьезным тоном, Ван Тяньшин сразу же догадался, кто он был. Со спокойным выражением он осмотрел Хань Ли с шоком, который наполнил его сердце. Он слышал о Хань Ли много лет назад, когда Ван Чан понес огромную потерю, которая позволила Хань Ли сбежать, когда они оба были на стадии формирования ядра. По прошествии времени он вновь появился на небесном южном континенте как культиватор зарождающейся души. Кроме того, у юноши вновь развилась глубокая ненависть к секте духовного призрака, и он снова ускользнул из их рук. После инцидента в долину Маулани прошло несколько лет, в то время как его репутация взлетела, и он проявил способности, которые внушали страх другим культиваторам, что вознесло его до уровня 3 великих культиваторов небесного южного региона. Когда Ван Тяньшин услышал об этом, он намертво запомнил имя Хань Ли. Теперь, когда Хань Ли был здесь, он хотел выяснить, кто этот человек. К несчастью для него, Хань Ли уже стоял в центре транспортной формации с закрытыми глазами и нейтральным выражением на лице, не оставляя никому доступа к нему. Это вызвало дрожь в сердце Ван Тиньшена. Несмотря на это, он смог спокойно взмахнуть рукой, и ученики в воздухе активизировали формацию, телепортировав Хань Ли. После череды телепортаций Хань Ли почувствовал волну беспокойства, но в конце концов восстановил самообладание и начал исследовать свое окружение. Он оказался возле разрушенного каменного утеса и был окружен заросшей травой, которая достигала половины человека роста в высоту. Вдалеке он увидел цепь невысоких холмов. Никого не было видно. Однако в этом не было ничего удивительного, поскольку долина падения демонов простиралась на сотни тысяч километров. Если бы 2 человека не телепортировались вместе, было бы невероятно трудно их найти. Обернувшись, Хань Ли осмотрелся по сторонам, и на его лице появилось удивление. Глава 808. Смерть в долине. Недалеко от Хань Ли была низменность. Она была совершенно безжизненной, шириной более 300 метров, и выглядела так, будто была создан неестественным путем. С серьезным выражением на лице Хань Ли высвободил свое духовное чутье и просканировал местность вокруг себя, радиусом в 15 километров.
Не обнаружив никаких следов других культиваторов, он взглянул на низменность и медленно направился к ней. Дойдя до конца, Хань Ли внимательно осмотрел ее, и вскоре на его лице появилась легкая тревога. Это была не низменность, а симметрично круглая яма. Глубину ямы было невозможно разглядеть, поскольку вся она была заполнена каким-то странным пеплом. Хань Ли смотрел на большую яму еще несколько секунд с задумчивым выражением на лице, а затем сделал жест заклинания и взмахнул рукавом со словами «Вперед!». Как только он сделал это, 30-метровый вихрь сместил пепел из центра ямы. Вихрь на своем пути сметал и пепел, и камни, так что мгновение спустя можно было разглядеть истинный вид ямы. Под пеплом была скрыта невероятно гладкая плита из темно-красного вулканического камня. Это с одного взгляда Хань Ли понял, что это было что-то, образованное под воздействием высокотемпературного пламени, и, вероятно, образовалось вместе с этой ямой. На его лице появился шок, когда он продолжил думать над этим. Неужели нечто вроде огненного шара создало такую яму? Если бы он ударил по каменной поверхности огненным шаром, получилось бы что-то гораздо меньшего диаметра. Эта яма была диаметром в 100 раз больше, чем он мог создать. Неужели древние культиваторы обладали настолько мощными способностями? Задумавшись об этом, Хань Ли невольно покачал головой. Подумав об этом еще немного, он пришел к выводу, что яма, скорее всего, была образована каким-то древним сокровищем огненного элемента. Но даже в этом случае это демонстрировало, что способности древних культиваторов намного превосходили нынешних. После этого Хань Ли снова медленно обошел яму, но не обнаружил в ней ничего необычного. Затем он остановился и поднял голову к небу. На данный момент было около полудня, но в небе, куда его телепортировало, не было солнца. Небо было застелено пеленой желтой дымки, сияющей тусклым светом. Для Хань Ли это не стало шоком, поскольку это было какое-то ограничительное заклинание, охватывающее все небо. Он подумал, что с сегодняшнего дня он не сможет летать очень высоко, иначе это активирует заклинание. Конечно, Хань Ли все равно должен был проверить свою гипотезу. Он вынул одного золотого прожорливого жука из своей сумки и бросил его в воздух. Затем Хань Ли поднял голову и стал беспристрастно наблюдать за жуком. Когда жук достиг высоты около 180 метров, из ниоткуда появилась вспышка синей молнии и ударила прямо в жука. Насекомое, пролетев без сознания метров 20, пришло в себя и расправило крылья, будто ничего не произошло. При виде этого у Хань Ли изменился в лице. После того, как он приказал жуку вернуться, а затем во вспышке света он медленно направился на запад. Он не смел быстро летать над этой странной землей из-за страха, что он может встретить какое-нибудь ограничительное заклинание или пространственную щель и погибнуть из-за своей неосторожности. Перед входом в долину Хань Ли принял предложение фиолетовой духовной феи и маркиза Наньлуна, поэтому подготовился к обоим миссиям: захватить фрукт духовного роста, а затем объединиться с маркизом Наньлуном, чтобы убить древнюю огненную жабу. Хотя старейшина секты духовного призрака нашел фрукт духовного роста, войдя в долину, он не смог точно вспомнить его местонахождение. На его поиски нужно было время. Даже если им в конце концов удастся найти этот фрукт, им нужно будет тут же изготовить из него лекарственную таблетки и сразу же принять ее. Наряду со временем, которое потребуется для поглощения лекарственной силы таблетки, им потребуется как минимум несколько дней. Хань Ли хотел не только заполучить внутреннее ядро древней огненной жабы, в которой так нуждалась Наньгун Ван, ему также хотелось найти и фрукт духовного роста, не говоря уже о том, что древние сокровища, которые охраняла жаба, также интересовали его. Размышляя над этим, он полностью высвободил свое духовное чутье, а его глаза засверкали синим светом, используя глаза духовного прозрения, что позволяло ему избежать ограничительных заклинаний и пространственных щелей. Хотя он не мог определить свое местоположение в долине, он не должен был оказаться слишком далеко от других культиваторов. Стоит сказать, что хотя транспортная формация и телепортировала случайным образом, телепортация всегда происходила в пределах определенного диапазона. Хань Ли не собирался встречаться с другими культиваторами, ему нужно было отправиться в самую западную часть долины падения демонов и встретиться с маркизом Наньлуном. Согласно словам маркизу Наньлуна, хотя он приобрел метод вхождения в долину мастера Цанькуна, этот метод довольно опасным и потреблял большое количество духовной силы. Единственным преимуществом было то, что он мог следовать по пути мастера Цанькуна вглубь долины. Немного подумав, Хань Ли все же использовать метод входа в долину секты духовного призрака. В конце концов, секта духовного призрака была уверена в своем способе войти в долину, учитывая то, в каких количествах они продавали медальоны для входа. Поэтому Хань Ли решил использовать их безопасный метод.
Судя по тому, что он увидел, их способ проникновения во внешнюю долину прошел очень гладко, однако ему пришлось спешить, потому что впереди его ждало много опасностей. Пролетая через долину, Хань Ли постоянно оглядывался, но внезапно он остановился, глядя вперед, и нахмурился. Вскоре выражение на его лице пришло в норму, и он продолжил лететь вперед. Его скорость неосознанно замедлилась. Пролетев более 300 метров, Хань Ли остановился и посмотрел вдаль. В воздухе висела белая световая дуга длиной около 3 метров в форме полумесяца. Световая дуга была совершенно неподвижна и не излучала ауру. Хань Ли внимательно осмотрел световую дугу и выпустил из ладони в ее направлении полоску меча лазурной ци. Как только лазурная ци и световая дуга соприкоснулись друг с другом, лазурная ци мгновенно исчезла, словно поглотившись световой дугой. Напротив, световая дуга была совершенно не тронута. Хань Ли кивнул. Как он и думал, это была так называемая пространственная щель. И если бы все пространственные щели были так же заметны, как эта, их было бы легко избежать, но с нечеткими было трудно справиться. Поскольку он сразу после прибытия в долину столкнулся с пространственной щелью, это доказывало, насколько часто они встречались. Если бы он не был осторожен, он наверняка пострадал бы. Подумав об этом, у него по спине пробежал холодок. Он сделал большой круг, облетая пространственную щель, а затем продолжил свой путь, не обращая на нее больше никакого дополнительного внимания. Хань Ли не мог знать, что в 50 километрах от него толстый старик смотрел на световую дугу длиной в фут и бормотал: «Страшно представить, что я телепортировался рядом с пространственной щелью. Еще 30 метров, и я мог умереть. Похоже, мне следует быть очень осторожным». Очевидно, в долине падения демонов огромное количество пространственных щелей. Цвет лица старика побледнел, как только он заметил пространственную щель, но, осмотревшись, он пришел в норму. Проверив своим духовным чутьем, что других опасностей не было, он поспешил покинуть это место. Однако стоило ему улететь, в 20 метрах на его пути внезапно появилась световая дуга. Он и крикнуть не успел, как его тело было разрублено на 2 части. Через доли секунды он рухнул на землю, а на его лице все еще было такое выражение, будто он не верил в произошедшее. Через мгновение пространственная щель исчезла из виду. В следующий раз у другого культиватора не будет возможности узнать, что она здесь. В другом районе 3 культиватора в зеленой одежде летали взад и вперед вокруг груды щебня. Однако, независимо от направления, в котором они летели, они были заблокированы барьером радужного света, достигнув сотни метров в высоту. Крупный мужчина с большим шрамом на лице невольно вскрикнул: «Это не сработает. Мы не сможем уйти. Эти негодяи из секты духовного призрака фактически телепортировали нас в это ограничительное заклинание. Когда мы выйдем, нам будет о чем с ними поговорить». Культиватор с высокими скулами остановился в воздухе и фыркнул: «Не беспокойся. С какой стати секта духовного призрака испугается такой маленькой секты, как наша? Помнишь, они с самого начала сказали, что телепортация будет случайной и что они не несут ответственности за то, куда нас телепортируют. К счастью, хотя это заклинание и довольно мощное, оно не смертельное. Думаю, мы сможем быстро справиться с ним и сбежать». Мужчина со шрамом покачал головой и сказал: «Но другие культиваторы заберут сокровища. Из-за нашего уровня культивации мы сможем искать сокровища только во внешней части долины. Искать их во внутренней для нас самоубийство. Нам пришлось потратить все наши богатства, чтобы купить медальоны для входа в долину». Немного поколебавшись, другой культиватор сказал: «В любом случае, давайте силой сломаем это заклинание. Хотя оно и выглядит мощным, оно всего лишь во внешней части долины, так что мы должны быть в состоянии с ним справиться. Хотя мы можем потерять часть своей магической силы, нам все же удастся выбраться». Последний член их группы, темнокожий культиватор, задумался и в конце концов кивнул. «Хорошо. Так тому и быть. Второй брат, у тебя есть атакующее магическое сокровище. Нам придется положиться на тебя, но мы оба поможем тебе. Оставьте это мне. Мне хватит пары ударов, чтобы уничтожить это ограничительное заклинание». Сказав это, крупный культиватор выплюнул шар желтого света. Это был дюймовый каменный блок. Крупный мужчина сделал жест заклинания руками и указал на блок. Внезапно каменный блок взлетел в воздух и увеличился в размерах до метра в длину. Затем 2 других выпустили красно-белую полоску света, в которых были 2 сверкающих меча. Глава 809. Положение дел. Вперед! Громко взревел крупный культиватор. Каменный блок развернулся в воздухе и поразил радужный световой барьер во вспышке белого света. 2 меча тут же последовали за ним.
Как и следовало ожидать, магическое сокровище каменного блока было исключительным. Еще до удара оно стало издавать мощный грохот. Вскоре после этого раздался взрыв, сопровождаемый пульсацией разноцветного света, а земля задрожала. Когда двое других увидели мощь каменного блока, они радостно улыбнулись с надеждой, но вскоре улыбка застыла на лицах. Было видно, что радужный свет становился ярче, и спустя несколько секунд стал подавлять 3 магических сокровища. Еще через несколько секунд их отбросило назад с оглушающим звоном. Все трое поспешно вернули контроль над своими магическими сокровищами и тревожно переглянулись между собой. Это ограничительное заклинание оказалось более мощным, чем они ожидали. Крупный мужчина фыркнул и собирался что-то сказать, как вдруг окружавший их радужный свет покраснел. Прежде чем трое даже осознали, что происходит, ограничительное заклинание начало конденсировать облака пламени, заметно повысив температуру внутри. В чем дело? Разве это ограничительное заклинание предназначено для нападения? Закричал мужчина со шрамом, но двое других не могли ему ответить, поскольку огненные облака уже начали давить на них. В этот момент крупный культиватор стал окутывать себя защитными барьерами и магическими сокровищами в попытке защитить себя. Но вскоре огненные облака поглотили троих. Из ограничительного заклинания послышалось 3 жалобных крика, а потом воцарилась тишина. Мгновение спустя огненное облако исчезло, и световой барьер вернулся в свое прежнее состояние. Внутри от культиваторов не осталось и следа, только 3 магических сокровища все еще сияли очень слабым светом. Хотя немного культиваторам, вошедших в долину, столкнулись с таким несчастьем, более половины из них умерли к этому моменту. Всякий раз, когда кто-то сталкивался с бедствием в долине, он боролся за свою жизнь изо всех сил. Даже один культиватор средней стадии зарождающейся души старец погиб из своей небрежности, попав в пространственную щель. Хань Ли, не зная о том, что случилось с другими культиватором, перемещался с большой осторожностью. Внезапно ему на пути попался приятный сюрприз. Зависнув в воздухе над пустошью, глаза Хань Ли сверкнули ярким синим светом. Если бы кто-то увидел синий свет в его глазах, они бы подумали, что Хань Ли — демон, а не о том, на что он обратил внимание. Казалось, что перед ним ничего не было. Своим духовным чутьем он тоже не смог ничего найти, но благодаря глазам духовного прозрения он заметил луч света длиной в метр, который был примерно в 40 метров от него. Выражение его лица дрогнуло, он глубоко вздохнул, и синий свет в его глазах слегка ослабел. Теперь он был полностью уверен, что глаза духовного прозрения могли видеть пространственные щели, даже когда его духовное чутье не могло их обнаружить. Этот приятный сюрприз оправдал большое количество зеленой жидкости, которую он использовал для создания воды духовного прозрения на протяжении многих лет. В результате он мог чисто избежать самой распространенной опасности в долине падения демонов. Единственная проблема заключалась в том, что он мог обнаружить пространственные щели только при использовании этой способности на полную силу. Капля небрежности, и он не заметит пространственную щель. Не стоит и говорить, что использование глаз духовного прозрения тратило большое количество магической силы, однако это было не главной проблемой. Хань Ли не хотел, чтобы маркиз Наньлун заметил нечто странное в его глазах, поскольку он не хотел, чтобы другие знали об этой способности. Хань Ли задумчиво опустил голову и, казалось, вскоре что-то придумал. Он похлопал по сумке для хранения и достал плащ, сверкающий лазурным светом. Этот плащ не был обычной одеждой, это был высокоранговый магический инструмент, который Хань Ли приобрел на войне. У этого предмета была лишь одна функция — скрывать лицо хозяина, не позволяя другим смотреть на его истинную внешность. Конечно, этот эффект не нуждался в постоянном запасе магической силы, но он и не сработал бы против тех, у кого гораздо более высокий уровень культивации, чем у него. Кроме мауланского божественного мудреца и Вейвуи, никто не смог бы увидеть сквозь него. Надев плащ, Хань Ли еще раз взглянул на скрытую пространственную щель и пролетел мимо нее полоской лазурного света. В густом лесу с деревьями, которые, казалось, касались небес, на небольшой высоте летела женщина с обычной внешностью. Хотя на ее лицо не было ничего особенного, у нее были яркие и ясные глаза. Она время от времени оглядывалась, будто что-то искала. Через некоторое время женщина преодолела лес и оказалась на другом его конце. Внезапно она замерла с удивлением на лице. Кажется, это не то место. Знаков, оставленных старейшиной секты духовного призрака, здесь нет. Должно быть в другом месте. Но должна ли я сама искать фрукт духовного роста и дожидаться его, если у него есть другие цели в долине падения демонов? Подумав это, женщина подняла голову и взглянула на желтое небо. Ее глаза были пустыми, как будто она была поглощена своими мыслями. Внезапно выражение ее лица дрогнуло, и она бросилась назад в лес.
Она скрыла свое присутствие несколькими техниками и спряталась под огромным деревом, совершенно не двигаясь. Вдалеке она увидела 3 разноцветные световые полоски. Они летели медленно, но было ясно, что эти 3 стариков путешествовали вместе. В одно мгновение 3 полоски света прибыли над лесом. Седовласый старик, казалось, что-то заметил и посмотрел на укрытие женщины. «Что?» «Брат Чен что-то заметил?» — спросил старик в пурпурной одежде с морщинистым лицом. Седовласый старик ответил: «Ничего». В лесу внизу спрятана женщина на стадии формирования ядра. Кажется, она не хочет ни с кем встречаться. Старик в пурпурной мантии взволнованно спросил: «Раз эта женщина очень осторожна, неужели здесь есть какие-то сокровища?» Третий старик, лицо которого было покрыто лазурной ци, спокойно сказал: «Брат Линь, ты что, спишь? В этом лесу нет никаких ограничительных заклинаний, а под нами культиватор формирования ядра, и притом женщина. Учитывая, насколько опасна долина падения демонов, естественно, что она будет прятаться от нас. Давайте не будем ее беспокоить и продолжим поиски сокровищ. Для нас будет лучше быстрее найти сокровища во внешней долине, иначе нам придется отправиться вглубь». Слова третьего старика не разозлили старика в пурпурной одежде. Вместо этого он улыбнулся и согласился: «Ты дело говоришь, брат О. У нас нет причин обращать внимание на какую-то культиваторшу. Мы можем путешествовать быстрее через это жалкое место, но мы все еще не можем использовать нашу полную скорость. Мы не сможем обыскать такой большой участок за короткое время, поэтому не можем тратить время зря». Седовласый старик кивнул, и они пролетели мимо густого леса. Увидев, что они ушли, женщина осторожно вышла из леса и посмотрела в ту сторону, в которой они улетели. Фиолетовая духовная фея пробормотала про себя: «Этот седовласый старик, наверное, старшим боевой брат брата Ханя». Не ожидала увидеть его здесь. К счастью, это была только ложная тревога. Она и Хань Ли договорились, что сначала поищут следы фрукта духовного роста во внешней долине. После этого они должны встретиться и вместе поискать его. Изначально фиолетовая духовная фея с радостью согласилась на это условие, хотя оно несколько озадачило ее. Однако она знала, что другие его дела не имеют к ней никакого отношения, и поэтому она не стала расспрашивать об этом. На данный момент она не нашла свою цель в лесу. Немного помедлив, она бросилась в ту сторону, куда улетели 3 стариков. В другом лесу долины падения демонов было 6 учеников секты духовного призрака в черной мантии. Среди них были Ван Чан и Янь Жуянь. В воздухе над лесом парил бледный старик. Ван Тиньгу и других учеников секты духовного призрака нигде не было видно. Внезапно тревожный крик эхом разнесся по всему лесу. Вскоре после этого к уху старика донесся веселый голос ученика: «Я нашел его. Оно здесь». Лицо старика дрогнуло, и он метнулся к ученику в виде полоски черного света. Остальные, услышав это, они бросились к нему. «Где?» — холодно спросил старик, зависнув в воздухе над учеником, оглядываясь по сторонам. Ученик указал на одно из деревьев и с уважением сказал: «Старейшина Чжун, он здесь». Взгляд старейшины Чжуна последовал за пальцем ученика, и он поднял лоб. Большое дерево выглядело довольно своеобразно. Мало того, что его корни были разделены на 2 части, но и толстая ветвь простиралась по обе стороны от него. Дерево напоминало огромного человека. Старик кивнул и сказал с серьезным выражением на лице: «Неплохо. Возможно, это оно. В этом случае мы вознаградим тебя, как подобает, как только покинем долину». Когда ученик услышал это, он поспешно ответил с восхищенной благодарностью. Старейшина Чжун медленно спустился и дважды облетел огромное дерево, а затем остановился рядом с ним. Он посмотрел на него еще мгновение и стиснул ствол пальцами. След черной инской ци вылетел с дерева и выстрелил в его руку. Старейшина Чжун улыбнулся и сказал: «Это действительно здесь. Призови остальных». Со временем другие культиваторы в долине рассеялись. Помимо тех, кто имел конкретную цель, все плутали в надежде найти сокровище. Но, к разочарованию большинства культиваторов, лишь немногим повезло в поисках по внешней долине. Большинство остались неудел. В результате большинство из них пришли к выводу, что слухи были ложными, и все настоящие сокровища были скрыты глубоко в долине. Более нетерпеливые и уверенные культиваторы начали медленно продвигаться к центру долины. Между тем, первый день Хань Ли в долине прошел довольно спокойным. Путешествуя, он не терял времени на поиски сокровищ. Хотя там ничего не было, зато было безопасно. Вполне возможно, что куда бы он ни пошел, он мог наткнуться на ограничительные заклинания, поэтому он решил, что лучше держаться от них подальше.
Несмотря на то, что он летел на медленной скорости, он постепенно приблизился к месту, о котором он договорился с маркизом Наньлуном, и узнал о своем местонахождении в долине. Глава 810. В долине. На западной стороне долины падения демонов, на вершине небольшой коричневой горы, было двое мужчин. Один из них, старик в белом халате с добрым лицом, сидел со скрещенными ногами, а другой стоял. Второй мужчина был одет в расшитую вышитую мантию и высокую корону, а его волосы доставали до груди. Это были маркиз Наньлун и старейшина секты Небесного Пика Лу Вэйн. Маркиз Наньлун держал обе руки за спиной, стоя в 20 метрах от Лу Вэйн. Казалось, он отчужденно смотрит вдаль, но в его глазах можно было разглядеть след беспокойства. Лу Вэйн почувствовал беспокойство маркиза Наньлуна и сказал: «Брат Наньлун не стоит так волноваться. Он мог телепортироваться в область подальше, поэтому его прибытие займет больше времени. Мы же сами видели, что он телепортировался в транспортной формации». Маркиз Наньлун вздохнул и повернул голову к старику. Беспомощным тоном он сказал: «Ты верно говоришь, однако ты и сам знаешь, что со многими опасностями долины падения демонов трудно справиться, независимо от того, насколько велики способности. Нам нужен этот человек, иначе наше путешествие в долину падения демонов будет бесполезным». Лу Вэйн открыл глаза и проворчал: «Нам действительно нужно иньянское кольцо, чтобы пройти сквозь эссенцию света Великого Севера, но действительно ли эта древняя огненная жаба так сильна? В противном случае нам стоило забрать кольцо, а не брать этого мальца с собой». Маркиз Наньлун нахмурился и сказал: «Я лично не видел, насколько она мощная, но, судя по записям мастера Цанькуна, она ужасающая. Намного лучше, если мы пошлем к ней культиватора, который сможет задержать ее, иначе это потратит слишком много нашей магической силы. Я не хотел бы оставаться беззащитным в таком опасном месте». Немного подумав, Лу Вэйн сказал: «Твои слова разумны. Кажется, ты стал более осторожным после случившегося в долине Мауланей. Однако в тех записях, что я видел, древняя огненная жаба редко встречалась. Говорилось даже, что с ней не так сложно справиться, но раз сам мастер Цанькун ручается за ее силу, я считаю, что эта жаба какая-то мутировавшая разновидность». Маркиз Наньлун не совсем согласился с ним. Мутировавшая разновидность. Возможно, но я думаю, что раз у зверя не было никаких естественных хищников в этой долине, то она могла спокойно культивировать бесчисленное количество лет, в результате чего ее сила увеличилась. Лу Вэйн снова закрыл глаза и медленно сказал: «Мы уже зашли так далеко, поэтому нет смысла больше рассуждать об этом. В любом случае, нам придется устранить жабу. Проход, который к ней ведет, покрыт эссенцией света Великого Запада. Сквозь него так просто не пройти. Нам не стоит беспокоиться о том, что другой культиватор опередит нас». Маркиз Наньлун улыбнулся, услышав спокойный тон Лу Вэйна. Он хотел было сказать что-то еще, как вдруг он изменился в лице и перевел взгляд в небо. К ним медленно приближалась полоска лазурного света. Он наконец-то прибыл. Маркиз Наньлун сразу же узнал Ханьли, и на его лице появилась улыбка. Лу Вэйн, услышав его, поспешно открыл глаза и встал. Похоже, старик тоже немного волновался, несмотря на его внешнее спокойствие. Лазурная полоска, казалось, летела с большой осторожности. Через некоторое время она, наконец, приблизилась к ним, раскрывая силуэт человека. Удивленный тем, что его духовное чутье не могло видеть сквозь плащ, маркиз Наньлун нерешительно спросил: «Это ты, брат Хань? А разве кто-то еще согласился встретиться с вами здесь?» Хань Ли потер капюшон и улыбнулся. В то же время его взгляд мелькнул на Лу Вэйна. Лу Вэйн также обнаружил особенность плаща Хань Ли, но выглядел равнодушным. «Брат Хань, должно быть, шутит. Брат Лу и я ждем тебя довольно давно». Маркиз Наньлун вздохнул с облегчением, услышав голос Хань Ли, но был несколько озадачен его плащом. Видя, что Хань Ли не упомянул об этом, маркиз Наньлун не стал его расспрашивать. Вместо этого все трое начали обсуждать, как уничтожить древнюю огненную жабу. Прежде чем отправиться в логово древней огненной жабы, им нужно было сначала войти вглубь долины. Внутренняя часть долины падения демонов на самом деле была обширной областью в самом сердце долины, на которую было установлено особо мощное древнее ограничительное заклинание. Таким образом, настоящего пути войти туда не было. От границы внутренней части долины излучался яркий свет, так что внутри можно было обнаружить множество путей. Однако все эти пути были многослойными ограничительными заклинаниями. Чтобы пройти сквозь них, нужно было либо снять одно за другим, либо столкнуться с последствиями применения грубой силы. Мощь этих древних ограничительных заклинаний была просто невообразимой. На самом деле, было лучше совсем не касаться их. В случае атаки на него, оно отражало силу удара на атакующего.
В прошлом мастер Цань Кун изучал эти ограничительные заклинания в течение многих дней. Но хотя у него и было глубокое понимание создания ограничительных заклинаний, он в конце концов сдался. Хотя и было возможно снять эти ограничительные заклинания, в одиночку это заняло бы слишком много времени. Позже мастер Цань Кун предложил идею. По случайному стечению обстоятельств он нашел секретный путь, скрытый эссенцией света Великого Севера. Путь был хорошо спрятан, и эссенция света Великого Севера уничтожала любого культиватора, который входил в него без предварительной подготовки. Но, используя иньянское кольцо, можно было довольно легко войти вглубь долины. Хань Ли и двое других решили взлететь в небо и полететь прямо вглубь долины. Как только они поднялись в небо, маркиз Наньлун хлопнул по сумке для хранения и вынул несколько разноцветных дюймовых колоколов. Затем он повесил их на талию, к большому удивлению Хань Ли. Видя, что Хань Ли показалось это любопытным, маркиз Наньлун объяснил, это чувствительные колокольчики. Если поблизости будет колебаться область вокруг пространственной щели, они зазвенят. Хотя они не могут реагировать на все пространственные щели, они предупредят о большинстве из них. Хань Ли кивнул, и все трое начали перемещаться по небу. По пути вглубь долин колокольчики оказались весьма полезными. Всякий раз, когда поблизости появлялась пространственная щель, они тут же начинали звенеть, предупреждая троих об опасности и не давая им наткнуться на щель. Однако эти пространственные щели так или иначе можно было заметить. Если бы они были действительно бестелесными, колокольчики бы не зазвенели. Зная это, Хань Ли использовал свои глаза духовного прозрения для поиска невидимых пространственных щелей. В результате он обнаружил одну из них в стороне. Когда они пролетели мимо, колокольчики не зазвенели. Увидев это, Хань Ли стал намного осторожнее. Однако маркиз Наньлун и Лу Вейн летели быстрее с помощью колокольчиков. Поскольку все трое больше не встречали невидимых пространственных щелей на своем пути, Хань Ли просто молчал, не предупреждая их. Почти день спустя они прибыли вглубь долины и оказались перед незнакомым горным хребтом. Горный хребет представлял собой непрерывную цепь из более 10 небольших гор, охватывающую десятки километров. За горным хребтом горел алый свет, заслонявший желтое небо. Это выглядело демонически. Должно быть, мы достигли глубь долины, а этот алый свет является мощным ограничительным заклинанием. Мы не должны его активировать, иначе определенно пострадаем, сказал маркиз Наньлун, как только увидел алый свет. Хань Ли прищурился и взглянул на алый свет без каких-либо эмоций. Учитывая то, насколько странно он выглядел, Хань Ли и так не собирался к нему приближаться, независимо от слов маркиза Наньлуна. Но с какой целью древние культиваторы дьявольского Да установили столько мощных ограничительных заклинаний вокруг внутренней части долины падения демонов? Какова была изначальная цель этой долины и какие секреты они охраняли? Долина, возможно, была тюрьмой. Внезапно такие мысли мелькнули в голове Хань Ли, но вскоре он посмеялся над собой. Какому монстру понадобится такая огромная тюрьма, размером с долину? Это было невозможно. Скорее всего, это место было оплотом для культиваторов дьявольского Да. В этот момент маркиз Наньлун летел впереди, подлетая прямо к двум горам на горном хребте. Через мгновение маркиз Наньлун поднял руку, и все трое остановились, опустившись на землю. Впереди была зеленая трава и горный камень с огромными деревьями и заросшими виноградными лозами. Все это выглядело совершенно обыденным. Несмотря на волнение на лице, маркиз Наньлун холодно сказал: «Мы на месте». Такого не было изначально. Когда мастер Цань Кун прибыл сюда, он применил иллюзорную технику, чтобы скрыть место входа в проход. Сейчас я рассею иллюзию. Он взмахнул рукавом и выпустил белый нефритовый кулон. Тот, сделав круг над его головой, замер в воздухе. Маркиз Наньлун, пробормотав заклинание, сделал жест рукой и ударил нефритовому кулону несколькими разноцветными заклинаниями. Все печати заклинаний были полностью поглощены нефритовым кулоном, и вскоре он вспыхнул ярким светом, задрожал и выпустил полупрозрачное кольцо. С громким криком из нефритового кулона вышло крупное облако белого тумана, который смел все, что находилось перед ним. В этот момент произошло нечто удивительное. Скалы и остальная часть пейзажа начали искажаться, будто картина разрывалась на части. С помощью кольца белый свет смел пейзажи, а затем вернулся в кулон и исчез. Хань Ли и двое других уставились на изменившуюся перед ними сцену.